Автономность решает, яркость экрана решает, GPS решает, внешний вид им помогает. Я не просто фанат Amazfit, и после года носки Amazfit Stratos я, возможно, перейду на GTR. Возможно. Tube276, всем привет, вы на канале Польза.нет, и сегодня, как всегда, кратко, быстро и емко, но в то же время немного подробнее, чем обычно, я расскажу вам о новинке от фирмы Amazfit, а именно об умных часах Amazfit GTR. Я не собираюсь акцентировать ваше внимание на торговой конкуренции между Amazfit и Samsung. Учитывая автономность GTR, они могут внешне хоть часы Монтана копировать. И также не собираюсь разбираться, являются ли они умными часами или фитнес-трекером. Для меня умным устройством является то, которое выполняет все функции, которые нужны именно мне. А калькулятором, звонками и просмотром видео я привык пользоваться на больших экранах. Тем более четкого определения, что такое смарт-вотч, в интернете в принципе нет. И для тех, кто не является моим подписчиком, я хотел бы в этом нестандартно длинном для моего канала вступлении акцентировать внимание, что на моем канале есть обзоры на все носимые устройства Amazfit, а сам я пользуюсь их техникой ежедневно уже более 1,5 лет. И поэтому сознанием дела 10 основных фактов об умных часах Amazfit GTR. Первое. Упаковка классическая для девайсов Amazfit. И даже умные часы Amazfit Bip они продают в такой же белоснежной красивой коробульке, за что я им очень признателен. У фирмы есть свой стиль, дарить такую штуку даже самому себе будет очень приятно и без упаковочной бумаги. Второе. Цена девайса на момент издания ролика для диаметров 47 мм $149 США. И это для глобальной версии с доставкой. Я считаю, что она довольно лояльная, ведь Стратосы, которые я сейчас использую, стоят еще дороже, а модели уже больше года. И сказать, что цена конкурентоспособна, это ничего не сказать. Аналогов на рынке за эту цену просто нет. И чтобы вы не думали, это не рекламный ролик, а объективная реальность на данный момент. Можете написать мне в комментах, что вы считаете, можно купить дешевле и лучше, или хотя бы за те же деньги, но с теми же функциями и характеристиками. Третье. Локализация. Существует две основные версии девайса по локализации. Глобальная и для китайского рынка. В глобальной сразу можно поставить русский язык или английский, кому какой нужен. По ссылке в описании к видео будет именно она. Эти часы вы сможете там купить. Я же купил версию для китайского рынка, потому что на тот момент, когда я покупал, глобалки просто не было. На данный момент у нее поддерживается только китайский язык. И будет ли поддержка другого языка, неизвестно. А учитывая одинаковую цену при покупке, однозначно я рекомендую глобалку. Сама программа Amazfit, через которую мы активируем часы и потом работаем с ними, полностью на русском языке. И сразу для спортсменов в Страву выгружать данные можно прямо из нее. По иконкам на часах практически все режимы и так понятны. Уведомления даже в китайской версии приходят на русском языке. Четвертое. Размеры. Два варианта исполнения по диаметру устройства, это 42 мм и 47 мм. И я скажу так, даже на моем довольно худом запястье 47 мм смотрится более чем достойно, и огромными я бы их точно не назвал. Здесь же расскажу вам про вес и материалы. У меня часы версии из нержавейки. Без ремешка они весят 51 грамм. Производитель обещал 48 грамм. Притом есть титановая версия на 40 грамм, тоже на 47 мм диаметром, и из алюминия весом 36 грамм, тоже на 47 мм диаметром. Для 42 мм версии только алюминий и только 25,5 грамм соответственно. Несмотря на вес моих часов, часы практически не ощущаются на запястье, возможно из-за грамотно сделанного ремешка. Пятое. Автономность. Сразу за вариантами исполнения по той причине, что разница между версией на 42 мм и 47 мм по автономности просто фантасмагорична. Ведь в версии на 42 мм аккумулятор на 190 махов, а в версии на 47 мм уже на 410 махов. Оба литие-палладиевые, но на 42 мм автономность 12 дней при активном использовании, а в 47 мм версии 24 дня. Я думаю, вы уже решили, какие брать для себя, если вы будете их покупать. И здесь немаловажный факт для ультрамарафонцев или любителей очень длинных изнуряющих прогулок. Часы на 42 мм диаметра могут выжить в режиме отслеживания GPS максимум 22 часа, при том, что часы 47 мм диаметра проживут все 40 часов. Да, можно их надевать и идти в поход, однозначно. Заряжаются часы полностью за 2 часа с нуля, и это ответ всем фанатам Amazfit Bip. Можно сказать, что то, что я хотел от Huami в часах Amazfit Bip 2, они сделали в GTR. Ну, если честно, не все, но об этом в конце. Но опять же, это для меня. И кто не подписан, подписываемся. На канале больше 250 обзоров на разные гаджеты, и раз в 2 недели среди подписчиков розыгрыш Mi Band 3 и Honor Band 4 Run Edition. Полные условия в описании к видео. Шестое. AMOLED-экран. В 47 мм версии дисплей 454 точки на 454 точки и размер дисплея 1,39 дюйма в диаметре. У версии на
42 мм всего 1,2 дюйма и 390 точек на 390 точек. Плотность 326 точек на дюйм. Стекло на экране Gorilla Glass 3-го поколения, но олеофобное покрытие все равно не особо меня спасает, если честно, часы довольно маркие. В отличие от стратосов, экран утоплен на полмиллиметра в корпус. Очень разумно, я вам скажу, но выглядят они уже не так круто. Я в принципе против защитных пленок, хотя здесь их удобнее, наверное, будет наклеивать. Несколько градаций яркости. Яркость по мне просто безумная, и на солнце на максималках видно все и хорошо. Циферблатов даже стоковых уже много, и я уверен, что они еще завезут в течение ближайших пары недель в сторонних программах не меньше сотни. Активация экрана по повороту запястья отрабатывает, притом хорошо. Хотя функция Always On Display пока отсутствует, и я не уверен, что она в скором времени появится. Есть Bluetooth версии 5.0 и бесполезный модуль NFC, который кроме как в Китае не работал и работать нигде не будет. Во всяком случае для оплаты это точно. Кабель зарядки длиной 80 см, качественный, подложка с двумя контактами на магнитной подставке, но без фиксации, как на Стратосе, что намного удобнее по моему мнению. Седьмое. Управление. Помимо сенсорного экрана, который, как вы прекрасно понимаете, с поддержкой свайпов, в часах есть две функциональные кнопки. Верхняя отвечает за включение и выключение устройства, нижняя программируется вами под необходимое действие. По мне, самое удобное повесить на нее сообщения. Даже в китайской версии программы оповещения приходят на русском языке, притом довольно быстро. Если абонент записан в вашем девайсе, будет высвечиваться имя звонящего. Если записи контакта нет, то номер телефона. Звонок с часов можно будет либо отключить, либо выключить звук. Из датчиков у него датчик сердечного ритма, ППГ, датчик ускорения, датчик атмосферного давления, датчик освещенности и геомагнитный датчик. Восьмое. Материалы. Стоковый ремешок на выбор силикон или кожи. Я выбрал силиконовый ремешок под кожу. Сделан очень прилично, хотя, как вы понимаете, у амосфитов всегда идут в комплекте быстросъемные качественные ремешки. А у таких больших часов они при этом стандартного размера. 22 мм и можете вешать любой ремешок от любых наручных часов. Для меня лично стандартный ремешок выглядит более чем красиво. Внутренняя сторона у ремешка прорезинена, а-ля для спорта. Тактильный, приятный, рука от него не потеет. Девятое. Функции. И здесь самое приятное. Понятно, появилось 12 спортивных режимов. И нового в этом всем столь ожидаемая триатлонистами функция отслеживания плавания в открытой воде, а не только в бассейне. И как вы прекрасно поняли, давление до 5 атмосфер девайс выдерживает, воды не боится, но любителям парилки сразу скажу, что в баню с ним нельзя. 1000 раз у меня спрашивали, 1000 раз отвечаю одно и то же. Нет девайсов, которые рассчитаны на такой перепад температуры. Если они у вас после бани работают, значит вам просто повезло. Пульс до 160 считает адекватно. А вот для фанатов беговых лыж здесь печаль. Функция отслеживания активности для беговых лыж, так же как и раньше, отсутствует. Каденс считает, грибки считает, что выводит на экран при ходьбе, вы можете увидеть в ролике. Если обзор будет популярен, сделаю, как всегда, на эти девайсы видео с полной настройкой и обзором всех менюшек, плюс еще протестирую хотя бы там сотку-две, пробегу в них. Но сверху дополню, что сегодня на стриме я расскажу об этих часах и часах Verge 2, которые мне тоже пришли. Все, что знаю. Стримы на канале сохраняю, кому интересно, посмотрите. По элементарным функциям на данный момент часы привирают шагами в меньшую сторону, делаешь 100 шагов, считают 96. GPS при прогулках врет на 300 метров, на 5 километрах, что довольно много. И это в большую сторону. Прошел я точно 5000 метров, засчитали часы 5300 метров. Определяют местоположение часы очень быстро. В наличии GPS плюс GLONASS. Анимация для меня в часах довольно плавная, потому что я понимаю, что это не телефон. И здесь понятно, ведь установлен процессор для малого потребления, для того, чтобы ваши часики жили 24 дня, как вы помните. Десятое. Совместимость. Bluetooth вашего устройства должен быть выше версии 4.2. Программа MSFit есть как на iOS системах, так и на Android. Вибрация хорошая, динамика, как и микрофона, у часов нет. Что именно часы выводят на экран при активности, настраивается в самих часах. Конечно же, можно выставить коридор сердечного ритма, при выходе из которого часы вам будут напоминать, что вы не укладываетесь в этот коридор, напоминание о пульсе, темпе, либо превышение порогового пульса. Отвечать на сообщения, как и на звонки, с часов нельзя, но звонок можно отклонить, либо отключить звук у телефона, который у вас звонит прямо с часов. Есть функция автоматической паузы. Из полезного есть функция фонарика. Плюс в данных о погоде есть график восхода и заката солнца. Ну а если вы живете в Китае, можно полноценно использовать модуль NFC. Компас, секундомер, таймер и функция поиска телефона, конечно же, в наличии. Часов можно управлять музыкой на вашем устройстве, но заливать музыку в сами часы нельзя. Памяти в них нет. На данный момент есть огромный, по моему мнению, недостаток. Нельзя подключить нагрудный датчик, да и вообще все виды датчиков. Для каденса и тому подобного. Если я разберусь, как это сделать, либо Amazfit допилит прошивку и сами добавят
эту функцию. В прикрепленном комменте будет информация по этому вопросу. Еще раз пробежимся по официальным режимам для спорта. Бег на открытом воздухе, бег в помещении, ходьба, езда на велосипеде, езда на велотренажере, плавание в открытом водоеме, плавание в крытом бассейне, занятия на шаговом тренажере, походы в горы, бег по пересеченной местности, лыжи только горные и занятия в зале. По автономности при постоянном использовании, если вы просто не будете из них вылезать, 12 суток они у вас проживут железно. Резюмировать сегодня я хочу тем, что несмотря на отсутствие возможности на данный момент повесить на часы нагрудный датчик пульса, отсутствие функции Always On Display, далеких перспектив получения функции определения ЭКГ и аритмии, как говорят Amazfit ближе к октябрю, эти тонюсенькие часики у меня теперь однозначно заменят Стратосы. Единственное, сложно привыкнуть после Стратосов, что данные с часов довольно быстро исчезают, но это тоже настраивается. Во всяком случае, при повороте запястья они активируются быстро и постоянно. Постоянно активный трансфлективный экран, что у пейсов, что у Стратосов, что у бипов, конечно, был в этом смысле в разы удобнее. Как я уже говорил, более подробный обзор я подготовлю через некоторое время использования. Если обзор понравился, не забываем ставить лайк, подписываться на канал и писать, на что еще сделать обзоры. Следующий обзор будет либо на наушники QCY, которые позиционируются как наушники для спортсменов, либо на умные часы Amazfit Pace 2, которые у меня уже на руках, как я говорил. На канале среди подписчиков раз в 2 недели розыгрыш Mi Band 3 и Honor Band 4 Run Edition, полные условия в описании к видео, а сейчас можно выиграть еще и Amazfit Beat. Минимум 3 обзора в неделю и 1 стрим на канале стабильно. Есть вопросы, пишите в комментарии, отвечу всем. Девайс сюда или нет, Польза.нет даст ответ. Добра и удачи вам, дорогие друзья.